Добрый вечер. Здравствуйте. Как жизнь молодая? А вы откуда? Я из России. Я город Мелитополь, Запорожская область. М. А что у тебя украинская аватарка висит? Да, с украинцами хочется пообщаться. А, а с России откуда именно? Из Свердловской области, с Урала. А, я понял. У меня много родственников в Пермской области живет. Ну, практически все, наверное. Ну, где-то, короче, там наш городок небольшой Да, 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 под да, там Агилом. недалеко, там от Перми до Свердлова, по-моему, если мне память не ошибает, там сутки проехать на поезде. Но... Не, сейчас еще проще. Сейчас, короче, трасса же есть. А. Не, я просто за поезд говорю. Это я последний раз там, когда катался, это было очень много лет назад, наверное. Сейчас уже прямая Так трасса что, есть. видишь, как хорошо. Ясненько. Что там, как у вас считают, блин, за эту ситуацию, то, что на Украине происходит? Потому Ну, что по России общался, есть разные мнения. не, ну, в основном многие, как говорится, поддерживают президента. И Ну, это да. Чес- э, честно, вот знаете, у меня какая позиция по этому всему? Это делать надо было еще тогда. Та- Дело в том, что я как бы тоже как бы за это, да, у меня тоже такая позиция. Только я немножко своими мозгами раскинул, немножко посидел. Понимаешь, тогда бы не получилось. Знаешь почему? Цены были другие. Нет, нет, нет. Потому что на тот момент, в 2014 году, Россия не была готова к этим санкциям. Потому что Путин это прекрасно понимал. Вот и все. Когда уже подготовились, когда уже все это самое. Ты сам прекрасно видишь, что у нас сейчас в Европе, грубо говоря, там, в той же Германии, Франции, в Штатах, там идет жопа полная в Италии. А Россия как бы нормально на плаву проходит. А в 2014 году, я так понимаю, я просто вот сидел об этом думал. В 2014 году, я так думаю, было немножко наоборот, наверное. Да, тогда бы это было бы, наверное, у нас. А санкции все равно бы Да. ввели. Вообще Не, пофиг. санкции, да, санкции были в любом случае. Просто понимаешь, после того, как Крым приняли в Российскую Федерацию, да, тоже были санкции, но санкции были не такие жесткие. Начались к этому готовиться. Просто я так понимаю, на тот момент Владимир Владимирович Путин, да, президент России, он Ну, это все прекрасно просчитал. Если бы он двинулся бы дальше, были бы санкции те же, которые есть сейчас. И насколько я понимаю своими мозгами, Россия просто бы этого не выдержала в давлении. А за эти 8 лет, да, они подготовились, они где-то куда-то что-то перенаправили, потому что у вас за эти 8 лет тоже там очень много изменений произошло в России. те же калибры появились, кстати. Вот за этот Конечно, период. да. Конечно, да. Да нет, дело даже не в том, что калибры, не то, что вооружение, просто экономика страны. Вот просто я смотрел за эти 8 лет, очень золотой запас валютный сделала Россия за эти 8 лет. Понимаешь, если бы это в 2014 году он затеял всю эту фигню, просто, я же тебе говорю, экономика России просто этого давления не выдержала. Хотя, с другой стороны, в 2014 году это было бы гораздо проще сделать, чем сейчас. Потому что в 2014 году люди были еще более-менее адекватные. А сейчас за эти 8 лет там мозги на Украине у нас промыли так людям, что это просто пиздец. Вот и все. Как мне один деятель говорил про вот в 2014 году, 2 мая, вот Дом профсоюзов, Ну, в Одессе, да. ну, он что говорил? Там, говорит, э, то- Россиян пожгли. говорит, правильно их сделали, там
там были, говорит, недолюди, так, типа, А тогда так и говорилось, да. Ну, короче, как они сказали, недолюди, свиньи, блядь, и так далее. Так же само, как за Донбасс говорили, за Донецк, Луганск в 2014 году. сепаратисты, да? Сепаратисты. Дело в том, что... В Википедии написано, это не мои слова. Я знаю, нет, дело в том, что ты понимаешь, когда это началось... Вот сколько живу тут, да, у нас в украинских новостях этого не показывали. Я первый раз увидел в этом году программу «Бесогон». Смотришь? Да, Михалков мне нравится. Вот, да. По-моему, я тебе сейчас скажу. Либо с 3 по 12 марта программа «Бесогон», там я не помню, как она называлась. И вот там он показал все выступления. Порошенко, блядь, Ющенко, Тимошенко, блядь, Тягнебока, ихние высказывания. Честно, я живу на Украине, да, жил, да, до этого момента. Я по украинскому телевидению этого не показывали, просто вот это выступление. То, что вся Украина, он там на Майдане, там они что-то орали, блин, там в Киеве, да, при людях, которые их поддерживают. А по телевизору это не показывали, чтобы на Востоке это не слышали, то есть в наших регионах, Юг, Восток, блин. И когда я посмотрел в Бесогоне то, что они орут, реально, честно, я прозрел просто. Вот и все. Так что тут. Мне вот школьница одна попалась, отличница, по украинским С Украины? По украинским учебникам примечания. И вот когда наш в ООН, не Бензя, что ли, вот он показывал учебник, вот смотрите, чему там учат. Ну да. Было такое, да. Я думаю, ну хер его знает, может там правда, неправда. Когда лично с ней пообщался, она сказала, что, говорит, вы всегда, говорит, были агрессорами, всегда на нас нападали. Когда немцы пришли, татары приходили, татаро-монголы, я так понял, все нормально. Ну, наверное, да. Не убивали, все нормально, там зашли как бы так, мирно, дружно, никто ничего не делал. Немцы пришли, тоже как бы все нормально было. А вот вы пришли, когда типа нас освобождать, стали убивать, грабить, насиловать. Это у вас вообще традиция, видать, такая. 4-месячных детей, блядь. Это сейчас Украина ж продвигает. Ты чё? 4-месячных младенцев российские войска насилуют. Ёп, я говорю, солнышко, ты, говорю, мозгами своими думаешь, блядь. У нее, говорю, голова меньше, чем у него хуя, говорю. Ёб твою мать, говорю. Ой, ты шо, блин. Не, за украинскую вот эту, блин, то, что в школах преподавали. У нас было малому что-то тоже. В 4 классе в этом году учился. Я не помню, то ли в этом году, то ли в том году. То ли в 4, то ли в 3 был. Там сидит, надо выучить что-то. Слезы текут, выучить не могу, блин, тра-та-та. Я говорю, что там выучить не можешь? Такой взял учебник, прочитал, закрыл, на стол положил. Говорю, в школу придешь, учительнице скажешь, папа сказал, это учить не надо. Ну, говорит, понял. Да. Нет, тут же дело в том, что, понимаешь, вот это то, что мозги промывают, это одно. То, что тут же много очень людей остались после Советского Союза, да, которые, блин, нормально себя чувствовали, нормально все это знали, историю в нормальных школах учились еще. Я же, это ж не от телевизора зависит, ребята. У тебя есть ребенок, ты родитель, да, ты как-то ребенку объясняй что-то, к чему-то его прививай. А тебе, как говорю, на Украине у нас похуй. Один на заработки уехал, второй там где-то, блядь, на трассе стоит. Папа на заработки уехал, мама на трассе стоит, блядь, дальнобойщиков ждет, блядь, 150 гривен себе за минет заработать, ебать. А ребенок сам себе там бегает, ебать. Не, ну оно так на Украине, особенно на Западе, ну, в принципе, так и было, блядь. Все, дальше о чем можно разговаривать с вами? Да, ребенок вырос, ему по учебнику наказали, что, блядь, написали, что, блядь, Бандера герой, ебать. Все, заебись, блядь. Сталин говно, блядь, немцы, блядь, классные пацаны, блядь. Ну, о чем мы?
Америка войну выиграла, там СССР вообще не участвовала, да? Это как, кстати, в Штатах, блин, у них в учебниках написано, что Великую Отечественную войну выиграли, блядь, Соединенные Штаты Америки. Это я знаю, мне знакомый звонил, они переехали в Америку. Дочка пошла в школу, говорит, приносит учебник, а в учебнике написано, что Великую Отечественную войну выиграли Соединенные Штаты Америки. Там СССР вообще нету практически. Они там где-то, когда-то, какого-то числа, где-то на каком-то фронте там подключились и все. Да, ну видишь, оно ж так и есть просто-напросто. Тут же от этого уже никуда не уйдешь. Но сейчас зато вот это вот оружие, которое им поставляется сейчас, дети, внуки и правнуки за это будут расплачиваться очень долго. Конечно. Нет, знаешь, что мне самое интересное? Вот я тоже, мы разговаривали, как бы я говорю, смотрите, вот вы, Украина, да, вы рассказываете, что вот вы там в конце июля, в начале августа пойдете освобождать захваченные территории, трали-вали. Я говорю, вот смотри, логически подумай просто, ну я вот своими мозгами думаю, да, у нас 24 февраля по сегодняшний день, говорю, украинской техники уничтожено больше 10 тысяч, больше 11 тысяч даже, да? Вот смотрите, говорю, вам сейчас вот единоразово там Европа, Штаты, ну поставят, пускай 500 единиц техники. Куда вы пойдете нападать, на кого, если у вас уже 11 тысяч нету? У вас 500 единиц техники спасет где-то? Вот мне просто интересно, вот тут логику люди могут включать. Ой, я не знаю. Не, ну, с одной стороны, это Украина это не Грузия. Ну, в основном на той технике, на тех позициях были, по большому счету, опытные, образованные военные, у которых какой-то этот самый курс был. А это же техника, на нее же надо обучаться, там, месяца, не знаю, 4-6 там, в зависимости. Полгода как минимум. Полгода как минимум. Там ускоренный курс не пройдет вообще никак. Я тут с одним одесситом разговаривал, и вдруг его жена подключилась, говорит, да мы там технику американскую осваиваем, там неделя-две, и все, уже мы налево-направо там сбиваем. Да. Угу. Ой, ё-моё, блин. Ну это ж, понимаешь, это ж, я тебе еще раз говорю, это вот все украинское телевидение, которое им показывает, там Арестович рассказывает, Подоляк рассказывает, Зеленский там нанюхается, начинает, блядь, кричать, блядь. Ой, это ж... Арестович там вообще, походу, у них самый крутой этот, потому что девчонки такие лет, ну такого половозрелого возраста, 15-16 лет, он там еще, у них этот праздник-то был, это как это, рубашка. Вышиванка, блядь. Да. Вышиванка. Они его увидели, вот это, в этот, полуголого, да, я говорит, да вы не тех слушаете, этот зомбоящик, вот надо Арестовича, он какой, он класс, он такой, все правильно рассказывает, вот этот мужик. А вы тоже его видели голову? Я говорю, да, тут все у нас видели его. Ё-моё, так давай Соловьева разденем, ёпта, пускай там футболку снимет и выступит, ёпта. Да, я тоже считаю, что у нас пропаганда не дорабатывает. Да нет, дело в том, что ты понимаешь, тут как бы нормальные, адекватные люди у нас все это прекрасно понимают. Все это я смотрю всю эту фигню, блин, понимаешь, но это просто до такой степени бред тянут. Как бы у нас уже российское телевидение уже 2 месяца с лишним уже, украинского нету, да? Но украинское телевидение все равно там в интернете находишь, все равно так для прикола, для сравнения посмотреть то, что российские новости говорят, то, что украинские новости говорят. Все равно просматривай. Я, честно,
слов нету, просто нету слов. Так что тут, понимаешь, ну, у нас за Мелитополь там в другой раз там общаемся, там, ой, у вас там в Мелитополе говорят, что у вас тут девок насилуют, там, тра-та-та, туда-сюда. Я говорю, конечно, говорю, блин, ёп, ты чё, всех насилуют, всех, говорю, убивают, блядь, магазины, говорю, выносят, блядь. Ебать, ты чё, сами ходим тут, он, слезы текут, блядь, в магазинах, говорю, ничего нету, блядь. И биться сердце перестало, говорю, как. Он, ну что, серьезно? Я говорю, конечно, да, говорю, под дулом говорю, да, говорю, под дулом пистолета, говорю, 9 мая, говорю, отпраздновали первый раз за 8 лет, говорю, что с георгиевскими лентами весь город нахуй вышел практически, ебать. Людей столько было, капец, говорю. Ходим в парк с детьми, гуляем под дулом автомата, говорю, под страхом, чтоб, не дай боже, там, говорю, блядь, иду жену, говорю, блядь, за правый мизинец левой ноги, говорю, взял, чтоб, не дай боже, блядь, ее российский воин, блядь, не изнасиловал, блядь. Ну, шо, серьезно? Говорю, ебать, ты, говорю, дура, ебать, я тебе сижу, рассказываю, ебать, ты мне веришь, блядь, свято? Он, ой, да, я говорю, прикинь, а что тебе по телевизору рассказывают? Ты что, ёбнутая, я говорю, на всю голову, говорю, блядь. Мне тут, короче, один мужик... Ну, так, понимаешь? Но мне тут один мужик из России попался. Он тут тоже украинцев искал, мужик сразу из России попался. Что-то он в свое время спортом занимался, какой-то кикбоксинг или что-то, ну, что-то вот такое. Жалуется мне, говорит, я, говорит, ищу, говорит, тут этих адекватных украинцев, ну, говорит, я говорю, ну и что, как успехи? Говорит, 1 к 10, вот в лучшем случае. Еще ничего не сказал. Есть, да. Еще ничего не сказал. Иди нахуй, иди да, нахуй, говорит, пидорас, иди нахуй. Вот. Да. Да ты шо, я ж тебе говорю, они когда открывают сразу у них слава Украине. Я говорю, ты мне ответь, говорю, в чем слава Украины? Говорю, ну в чем? Я говорю, что Украина, говорю, за 30 лет построила, говорю, блядь. Кроме того, что, говорю, разрушила. Ну вот ты мне, говорю, расскажи. Она, говорю, какой-то садик где-то построила, какой-то завод, говорю, где-то Украина построила. Я говорю, я живу в городе, у меня в городе куча заводов, говорю, они с 91-го года, говорю, блядь, по сегодняшний день ни один нахуй не работает. Потому что они Украине нахер не надо. Моторный завод, там, где двигателя делали, блядь, автоцветлит, ебать. 30 лет, 30 лет победы, там, где холодильное оборудование делали, которое это холодильное оборудование шло по всей Европе, блядь, в Россию, на Европу. Почему его закрыли, блядь? Ребята, вы, блядь, ну вы мозгами задумайтесь. В чем, говорю, слава Украины, блядь, ёп, ну, блядь, вот так, для прикола. Самолет, а кто-то сказал, самолет Антонов. Я говорю, так ты подожди, в каком году его построили? Ты, говорю, дебил, говорю. Он еще построен был, говорю, при Советском Союзе. Говорю, если мне память не изменяет, по-моему, в 86-м году, блядь, выпуск его. Не, ну там какое-то... Кстати, в украинское время они какое-то оружие сами, конечно, разрабатывали. Какое? Но честно, не помню, но я когда, помните, в 2008 году-то вот эта история была. Они что-то из своего грузинам поставляли. Какие-то комплексы. Я тебе могу сказать, они содрали, блядь, с Калашникова какой-то пулемет там один, содрали, поменяли там чипбоек, переделали как-то, ебать, и корпус этого пулемета, там немножко, блядь, ну, обшивку сверху. И пистолет они какой-то сделали, опять же, с Макарова тоже переделали, тоже немножко его видоизменили. Все, вся переделка, блядь. Все, блядь, калибр тот же остался, блядь, вся хуйня, блядь. Эти, блядь, обои, блядь, все то же самое осталось. Просто там видоизменили немного. О, украинская разработка, все отлично, все, погнали, блядь. У них же, понимаешь, нету ничего. Просто, тупо. Это что-то сделать, это надо переделать производство, ты сам прекрасно понимаешь это. А смысл его переделывать, когда можно там хопа, один станок заточить под какую-то детальку. О, украинское виробництво. Все, погнали. Блядь. Это все затратно, это ж куча денег. А зачем кучу денег тратить, когда можно себе в карман положить? Ну, кстати, на момент развала СССР
украинская армия на Украина... четвертом месте была. Нет, это была армия Советского Союза. Я тебе могу сказать одну вещь. При распаде СССР, когда Украина отделилась от СССР, Украина была самая богатая страна из республик СССР. Самая богатая страна. С заводами, блядь, металлургическими, уютическими, блядь, автопромышленность, авиапромышленность, космическая промышленность и так далее и тому подобное. За 30 лет где мы оказались? Я даже не могу сказать в жопе, блядь. Мы, наверное, вот эту жопу открыли, блядь, и вот туда запихали, блядь. Вот там Украина оказалась, просто-напросто. Понимаешь, заводы все позакрывали, полностью, все заводы, просто они их уничтожили. Я просто смотрел, когда у нас с моторного завода, блядь, вывозились станки с завода машинами, я не знаю, куда они вывозились, но просто тупо вывозились станки, блядь. О чем можно дальше разговаривать? А как вам Зеленский относительно других украинских президентов, если вот так сравнивать? Честно тебе сказать? Да, честно. Когда были выборы, я за Зеленского лично ходил, голосовал. Я думал, что этот человек хоть что-то, блядь, изменит в нашей стране, блядь. Но через полгода я понял, что я сильно в нем ошибся, блядь. Потому что это чучело, блядь, оказалось еще хуже, чем Порошенко, блядь. Ну, Порошенко, кстати, неплохо поднялся. По деньгам в свою семью, да, я согласен. Понимаешь, дело в том, в чем прикол, блядь. Вот я все кричу, все, блядь, это другой раз разговариваем, общаемся, блядь. За 2014 год, да, когда типа свергли Януковича, да. Я говорю, ребята, а вы, говорю, при Януковиче, говорю, вот до такой степени, говорю, хуево жили, да? Вот просто, мне интересно. У вас газ, говорю, был по 67 копеек куб, да, говорю, блядь, ёб твою мать. У вас, говорю, электроэнергия была, по-моему, если я не ошибаюсь, при нем там, по-моему, 32 копейки или 23 копейки, что-то такое было, да? Ну, это, ну, в гривнах я имею в виду, да? Говорю, блядь, мы так хуево жили, ебануться, блядь. Ебать. Я говорю, у меня была зарплата, говорю, блядь, 2500, говорю, я коммуналку, говорю, за дом отдавал, ну, максимум, говорю, 300 гривен, да? Я как бы мог себе что-то купить, говорю, а сейчас зато, говорю, сказка, говорю, блядь, ёб твою мать, я говорю, у меня у матери, говорю, пенсия, говорю, 2300 гривен, блядь, а ей, сука, за дом в месяц надо отдать 4200, блядь. Во, говорю, блядь, в Европу пришли, да, говорю, заеби, говорю, все, блядь. Я говорю, блядь, за январь месяц в этом году за двухкомнатную квартиру только за отопление, блядь, заплатил 2700 гривен, блядь. За двухкомнатную квартиру, блядь. Это не считая всего остального. А полностью, по-моему, получилось 5600, ебать. Я говорю, вы, блядь, своими мозгами думаете, не, блядь? Ой, и все кричат, Янукович был конченый, Янукович хуйло, блядь, трали-вали, теле-теле. Я говорю, заебись, блядь. Я даже в одном случае скажу, что Янукович был, говорю, охуенным пацаном, потому что я за коммуналку платил, говорю, блядь, грубо говоря, 5%, блядь, от своей зарплаты. Ну, пускай 10, блядь. А при ваших Порошенко и, блядь, Зеленском я плачу 70%, 60% от своей зарплаты, блядь, за коммуналку. Но и топливо, наверное, тогда дешевле было, чем сейчас. Не, сейчас дешевле, чем у нас было в последнее время. Да? Не, кстати, на данный момент, получается, на сегодняшний день, у нас, получается, цены где-то вот, да, как у нас были в феврале, дизель, бензин 36-37 стоил, вот он сейчас и есть 36-37 гривен. А газ, да, 20 гривен. Ну, вот так и было. Но я тебе могу сказать, что у нас каждую неделю цены все падают. Так что, как бы,
В Луганске, в Донецке, я знаю, вообще там бензин по 20 гривен продают, блин, завозят. Но у нас, видишь, у нас с Крыма завозят, потому что у нас с Крыма ближе. А в Крыму сам понимаешь, что там немножко дороже, чем это самое. А Донецк, Луганск, скажем, с Ростовской области. С Ростовской, с этой, как, с Курской завозят. Там трошки подешевле. Вот у них бензин 20 гривен на наши деньги. Ну, как бы. Да и то, ради бога, в принципе. Не жалуемся. Я просто знаю, сколько сейчас в Киеве бензин, газ. Так что я вообще не переживаю. В Киеве газ, блядь, литр газа, ебать, 48 гривен. При наших 20 в Мелитополе. Я вот что думаю. Это американцы и европейцы, они свое получат и сдриснут. А восстанавливать это все равно всем нам придется. Нет, это все понятно. Только дело в том, что ты видишь, в чем прикол получается. Они-то вот это после ввода санкций на Россию, да, особенно Европа, тут же уже вот я смотрю периодически, все читаю, уже ж Европа-то стонать начинает, понимаешь? Они-то уже... у меня девочка знакомая есть, она в Германии уже, она сама с России тоже, но она уже 20 лет в Германии живет, там у нее и гражданство и так далее, я с ней общаюсь. И я с ней 2 недели назад разговаривал, как бы, не, чаще разговариваем. Это 2 недели назад мы с ней зацепились по поводу их жизни, как они там живут в Германии. Она говорит, смотри, она работает там где-то чи при больнице, чи при каком-то пансионате сиделкой, ну, как медсестра. Угу. Она говорит, у меня зарплата, говорит, 1300 евро в месяц. Я говорю, сколько ты сейчас на данный момент платишь коммуналки? Она говорит, 800. Нихера себе. Я говорю, то есть у тебя... Да, то есть у тебя... чтоб ты понял, за январь месяц она заплатила 370 евро. То есть, вот, 2 недели назад я с ней разговаривал. То есть, за 2 месяца, вот, прикинь, в 2 с лишним раза возросла у них коммуналка. Она говорит, 800 евро. Я говорю, то есть, у тебя остается 500 евро на прожитку, да? Покушать. Она говорит, ну да. Я говорю, почем у вас хлеб? Она говорит, 3,50 евро. У нас 30 рублей, если что. Ну, 3,50 евро сам можешь перекинуть, да? Я говорю, то есть у тебя в месяц выходит еще 100 евро просто тупо на хлеб. Это, ну, самое необходимое. Она говорит, ну да. Я говорю, почем у вас масло подсолнечное? Она говорит, литр, говорит, 4,70, там 4,60, 4,50, 5 евро. Литр подсолнечного масла. Я говорю, десяток яиц. Она говорит, 2,70. Я говорю, отлично, прикольно, говорю. Я говорю, почем мясо? Она говорит, ну, в среднем 10 евро килограмм. То есть, получается, свинина, блядь, 7, свинина 8, там 8,50, а говядина 13 евро килограмм. Прикинь. Я говорю, Ольга, говорю, ну я тебя так послушал, говорю, я так прикинул, говорю, а где ты деньги остальные, говорю, берешь, чтобы дальше жить? Она такая, в смысле? Я говорю, ну я так понимаю, тебе не хватает. Говорю. Она говорит, это да. Как начала ржать, говорит, ну тебя нахер. Говорит, да, говорит, пизда, говорит, полная. Ну, у нас, если на евро пересчитывать, что-то вот масло стоит, ну, где-то около 2 евро. Вот так вот, где-то около этого. Если вот по текущему курсу, даже, наверное, чуть меньше 2 евро. Нет, ты мне в рублях скажи, мне так проще будет. Если такое хреновое такое, дешманское, то меньше 100 рублей можно купить. А так от 150 до 200. Там, за 200 там уж какое-то прям такое элитное. Ну это в принципе нормальная цена, блин. Я просто, понимаешь, у меня вот в Пермской области, да, город Кунгур, там родственники, тетки живут. У меня просто, я же говорил, родители переехали сюда, да. А вот просто мать звонит сестре своей, там, тра-та-та, говорит, ёпта, когда вот это началось у нас, что там магазины ж поразграбили все изначально, там вот эти, блядь,
клоуны, которые, блядь. И что, мамка говорит, сахара надо купить, говорит. Я, говорит, не ожидала, что, говорит, такая фигня будет, говорит. Ну и погнали, килограмм сахара. Да, килограмм сахара у нас, короче, был там что-то 72 гривны там рядышком в магазине. Я говорю, да покупай, говорю, потому что там в центре там вообще цены елят там по 120 или по 140 уже, говорю, блядь, туда-сюда. И она, короче, вот это самое, в этот же день там созванивается, ну, по интернету там, с сестрой со своей, с тетей Анькой, короче. Говорит, Танка, ёб твою мать, говорит, блядь, что у вас там с ценами творится в России? Он говорит, тогда немножко, говорит, подорожало там туда-сюда, говорит, блядь, подорожало, говорит, почем сахар у вас? Он говорит, блядь, 62 рубля, прикинь, говорит, подорожал сахар. Он говорит, сука, у меня, говорит, под магазином, говорит, 72 гривны, говорит. Так, говорит, блядь, мне просто интересно, говорит, у меня, блядь, говорит, пенсия, сука, говорит, 2300, блядь, и у меня сахар, говорит, 72. А у тебя у сучки, говорит, пенсия 20 тысяч, говорит, и ты плачешь, что у тебя, говорит, сахар по 62 стал, говорит. Ой. Не, у нас особо отшибленные, короче, когда вот это все началось, у нас такой местный предприниматель увидел, что цены пошли, взял, затарился сахаром и по 100 рублей его за килограмм стал продавать. Ну, я так понимаю, там у вас правительство боролось с этой херней со всей, блядь. Немножко со спекулянтами, блядь. Да, я, кстати, сам лично туда письмо в соответствующей инстанции писал. И, короче, они там разрулили, оказывается, что там несколько заводов было сахарных в деле. Ну и несколько магазинов, которые там типа монеток, пятерочек. И, короче, они вот это дело там мутили. Но потом выровнялось. Ну, я знаю, я слышал, тут, блядь, рассказывали в новостях, как их там, блядь, немножко профилактическую беседу с ними провели. Не, ну это, понимаешь, ну это уже, грубо говоря, это, блядь, ну ты ж, сука, живешь в этой стране, нахера ты эту хуйню делаешь? Это ж, блядь, твой народ, твои люди, блядь, логично, блядь. Ну как бы там ни было, блядь. Нахера такую хуйню делать, ебать? Да, блин, вот вообще никакой совести. Вот за счет этой херни вот пользуются и цены закидывают. Тот же кофе, вот обыкновенный кофе, Нескафе такой, он как бы, как в виде порошка в стеклянных банках. Он, ну я понял, да. 100 рублей стоил. 100 рублей стоил. Сейчас 300 с лишним. Что в нем изменилось на эти деньги? Ой, тараканов, наверное, перемололи. Тараканов уже, наверное, мало, блядь, туда добавили. Шоколад легче стал. И вот они вот, короче, а это вот, знаете, пепси-кола, кока-кола вот в таких баночках. Ну, вот такой мужик, кстати, из Мелитополя, чтобы вы понимали, ну, кто не с самого начала смотрел, ну, я это добавлю. Сегодня у нас больше вот такой адекватный стрим получился. Видите, как хорошо.